Привет, меня зовут Евгений, и сегодня я расскажу, как передавать информацию из ВКонтакте в Viber. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из ВКонтакте в другие системы. Например, через Viber вести учет новых лидов, удобно хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных ВКонтакте. Теперь необходимо указать действие. Выбираем «Загрузить новые лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт ВКонтакте к системе Apex Drive. Разрешаем доступ к вашему аккаунту, выбираем группу, которую нужно подключить, и разрешаем к ней доступ. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Выбираем группу, которую мы только что привязали. Выбираем форму, через которую мы будем получать новые данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь нам необходимо сгенерировать данные, в данном случае путем заполнения формы на сайте. Как только мы отправили данные, возвращаемся в систему и проверяем результат. Если на этом этапе данных нет, попробуйте повторить действия, описанные выше. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных ВКонтакте успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Viber. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправка сообщения». Далее нам необходимо подключить ваш аккаунт Viber к системе Apex Drive. Для начала открываем ссылку, по которой нас перебросят в бота Apex Drive в Viber. Копируем строку для подключения к Viber и вставляем ее в бота. Отправляем сообщение. Аккаунт успешно подключен. Теперь возвращаемся обратно в систему Apex Drive. Когда аккаунт отобразился в списке, нажимаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо заполнить поле «Сообщения» данными из ВКонтакте. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Viber. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Viber». Переходим в Viber и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся к настройке связи. На этом этапе настройка приема данных Viber завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!